Парад в Москве, новая лажа Лукашенко, Польша возвращает военнообязанных Украине и ссора Байдена с Израилем. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. У российских дипломатов забирают имущество и хотят заблокировать доступ к Калининградской области. А Мария Захарова берется за старое. На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая недружественные антироссийские меры. США остановят поставки оружия в Израиль, если те войдут в Рафах. Оценивая ситуацию, мы приостановили поставку большой партии боеприпасов. Путин традиционно угрожает всем вокруг и говорит что-то из репертуара Второй мировой. Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо». Так можно поддержать нашу работу. Поехали. В Москве состоялся ежегодный парад к 9 мая. Как обычно, маршем прошли представители разных родов войск, техника, которой было меньше, и это понятно почему, в том числе и носители ядерных ракет и старый танк Т-34, только один из всех танков. И, конечно, юнармия и авиация. В этот раз на трибуну рядом с Путиным посадили настоящих ветеранов Второй мировой, а не ветеранов НКВД, как в прошлый раз. Не без лажи от Александра Лукашенко. Сначала его не взяли в ряд с лидерами стран, он плелся где-то в конце вместе с Эйсмонт и Абельской. Он пропустил церемонию вручения цветов, и когда солдат должен был вручить ему букет, место, предназначенное для Лукашенко, было пустым. Растерянный солдат ушел с букетом, но позже Лукашенко все-таки появился с цветами, наверное, догнал. Видимо, ему их вручили как-то отдельно. Путин все о своем. Знакомые тезисы на всех площадках. Реваншизм, памятники нацистам, снос памятников борцов с нацистами и, конечно, не обошлось без угроз. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Для Путина очень важны гости. Очень важно показать, что к нему еще приезжают лидеры других государств, и неважно, каких именно. В этот раз приехали из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса, и Лукашенко. Почему так важно сохранить вот эту представительность даже на параде 9 мая, мы спросили у политтехнолога Ярослава Макетра. И пускай это будет там несколько государств, пускай это там будут не главные государства, по влиянию так в мире, но тем не менее он хочет показать, что есть альтернативный мир, есть альтернативные государства, Западу альтернативные, и другая точка зрения на события, которые там происходят. Поэтому каждый присутствующий там, он имеет свое значение. Пускай это и выглядит как бы так очень убого моментами, и действительно возникает много вопросов, что с каждым годом это все хуже и хуже. Если эти люди приезжают, там лидеры государств, там, пускай это Азия, Африка, конечно, там могут и будут какие-то и состоялись какие-то там переговоры, какие-то там моменты. Во-первых, это, если мы говорим там о Казахстане, там другие государства вокруг России, это, конечно же, возможность там обхода санкций, там ввезения той или другой продукции. Если мы говорим там о государствах Африки, это могут быть вопросы там ископаемых в той же Африке, или там влияние на интересы той же Франции, других государств, которые имеют свои интересы в Африке. И, конечно, это все может иметь место быть, но это не есть главной целью, очевидно.
Польша передала Украине нескольких военнообязанных, во всяком случае, так говорят в украинской погранслужбе. Обоих вернули после того, как они переплыли речку Западный Буг. Одного из отчаянных пограничный наряд отдела амбуков обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, постарался убежать, затем бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-пловца и задержали сотрудники пограничного караула Республики Польша. Подобная история и у второго пловца. Обоим вручили повестки и административные протоколы. Пограничники пытаются разоблачать схемы, которыми людей отправляют на ту сторону границы. Продуктивный день в Верховной Раде Украины. Там увольняли министров и повышали штрафы. По порядку. В отставку отправили вице-премьер-министра и министра инфраструктуры Александра Кубракова, а также министра агрополитики Николая Сольского. Еще народные депутаты подняли штрафы за неявку в ТЦК. В целом введены 3 режима нарушения закона. Само нарушение, повторное нарушение и нарушение в военное время. Итак, нарушение воинского учета. Новые штрафы в мирное время до 5100 гривен, это около $130. В военное время или повторное нарушение около $650 будет стоить. За уклонение от мобилизации в военное время, то есть сейчас, для граждан Украины около $650. Для должностных и юридических лиц, тоже, соответственно, граждан Украины, около $1500. Также с момента вступления закона в силу становятся возможными заочные штрафы и заочное рассмотрение каждой ситуации. Может быть, не каждой, а списком. США перестанут передавать вооружения в Израиль, если Цахаль войдут в Рафах. Об этом говорит президент США, призывая Израиль не повторять ошибок, допущенных Вашингтоном в Ираке и Афганистане. Министр обороны США более детально все объяснил, выступая перед Конгрессом. Оценивая ситуацию, мы приостановили поставку большой партии боеприпасов. И опять же, я думаю, мы очень четко обозначили шаги, которые мы бы хотели видеть, чтобы Израиль предпринял для защиты гражданского населения до начала крупных боевых действий. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Рафахе не было крупных боевых действий, но, безусловно, наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы защищаем гражданское население. И мы, опять же, не приняли окончательного решения о том, как поступить с этим грузом, и я хотел бы подчеркнуть, что этот груз не имеет никакого отношения к пакету дополнительной помощи, который вы только что помогли нам получить. Но президент США обещает продолжать поставки вооружения оборонительного, ракет для систем ПВО и подобного. В случае вторжения в Рафах больше никакого вооружения от США Израиль не получит. Великобритания высылает военного атташе Российской Федерации, лишит некоторые объекты статуса дипломатической собственности. Все это в ответ на российскую агрессию, шпионаж и кибератаки. Сегодня совместно с министром иностранных дел я объявляю о пакете мер, чтобы дать понять России, что мы не потерпим такой явной эскалации. Наше послание России ясно. Прекратите эту незаконную войну, вывезите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность. Дипломатический статус будет снят с ряда российских объектов недвижимости в Великобритании, включая Sikax His, собственности, принадлежащей России в графстве Сассекс, а также с отделения торговли и обороны в Хайгейте, которые предположительно использовались в разведывательных целях, пишут в министерстве. Мария Захарова заявила, что Великобритания решила использовать, цитирую, «откровенную ложь» для оправдания объявленных ограничительных мер, включая высылку российского атташе по обороне. На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая недружественные антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости под предлогом рассуждений о неком, как они сформулировали, российском следе в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. И все это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов. Считаем крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств тех умозаключений,
к которым пришли, не знаю, в форин-офисе или на Даунинг-стрит. Дипломатическое давление на этом не заканчивается. В Эстонии российского посла вызывают в МИД для дачи показаний, а в ЕС призывают блокировать Калининградскую область. Все из-за того, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушат GPS в регионе, что влияет на авиа- и морскую навигацию. Может ли это привести к более масштабному скандалу? Мы спросили у политтехнолога Ярослава Макитра. Серьезная такая военная база России фактически на территории Европейского Союза, если хотите. И эта проблема всегда будет иметь место быть. Конечно же, Эстония, там, Литва, они не действуют сами и не могут серьезно там угрожать России. Конечно, они это все синхронизуют с Европейским Союзом, возможно, с Британией, поэтому это совместная деятельность по защите своего суверенитета, поэтому эстонцы и могут себя так вести, потому что они не одни, они маленькие гордые государства, конечно, но мы понимаем, что самим было бы сложно что-то противостоять России, поэтому ситуация, Россия накаляет ситуацию, они постоянно, все больше слышим там о возможных ударах по территории Европы, ядерные учения, там, так далее, и война в Украине, они не сбавляют обороты и ищут еще больше возможностей уничтожать Украину. В Исландии начал работу крупнейший в мире завод, который будет высасывать загрязнение из атмосферы, как гигантский пылесос. Установка «Мамонт» уже вторая в Исландии. Она работает по технологии прямого захвата воздуха и удаления углерода с помощью химических веществ. Полученный углерод будет закачиваться в землю, где он в ходе естественных процессов будет превращаться в камни. Установка работает с помощью геотермальной энергии самой Исландии. Я напоминаю, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам, спонсорству, благодаря тому, что вы нажимаете на кнопочку «Супер спасибо» и тем самым поддерживаете нашу работу. Поэтому появляются новые видео, поэтому мы вас благодарим за это и призываем делать это еще больше и еще чаще. Также я призываю ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наши каналы, это непременно тоже очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.